Всем привет, с вами Оля, и сегодня я буду шить пальто на осень для себя. Конечно, весь процесс работы я буду снимать на видео и показывать вам, начиная с моделирования базовой основы. Как вы видите, пальто у меня уже готово. Немного о нем расскажу. Воротник, высокая стойка, широкий прямой рукав, пальто прямое, длинное, со шлицей по спинке, с накладными карманами и на пуговицах. Петли пробивала я сама, но ткань достаточно плотная, было нелегко. На шлице, как декор, я пришила 3 пуговицы. Не хотела, чтобы шлица сильно расходилась при ходьбе. Пальто можно носить свободным, а можно и под пояс. К сожалению, у меня не осталось ткани для пояса, но есть кожаный пояс, и мне кажется, он сюда подойдет. Примерка пальто пока на манекене. Погода у нас достаточно теплая. Чуть позже я обязательно покажу пальто на себе на прогулке. Для своего будущего пальто я, конечно же, скопировала свою базовую выкройку основу и скопировала ее в полную длину. То есть вот какое я хочу пальто длиной, столько я и скопировала. Вернее, продлила вниз, вот так по прямой, совершенно по прямой от линии бедер вниз. Никаких заужений не делала, никаких расклешений. В данном случае я показываю спинку, с нее начну моделировать. Моделирование будет не очень такое серьезное, то есть изменений будет просто минимум. И как обычно мы с вами моделирование начинаем с горловины. Эта модель пальто у меня будет с закрытой горловиной. Я хочу воротник стоечка, поэтому я убираю. Можно в принципе вообще на пальто не убирать по ширине, углубить немного на 0,5, а ширину оставить. Но можно и убрать. Ну, я думаю, что не более 0,5. То есть не нужно здесь много снимать с горловины. Если воротник будет стоечка, я хочу, чтобы он просто был максимально прилегающий. Итак, горловину мы с вами прорисовали. Далее я выточку плечевую оставляю на месте. Я ее прорисовываю вот так поярче. Линию плеча прорисовываю. Ширину плеча я оставляю как по базе, то есть здесь я ничего не меняю, но пройму я хочу углубить. Углублю ее на 1,5 сантиметра. Не хочу слишком много, вот так, на 1,5 сантиметра. И вывожу новую линию проймы, плавненько-плавненько соединяю вот сюда к закруглению, да, вывожу. То есть ширину спины мы также не имеем права забирать. Ширина спины остается также, мы углубляем только вниз. Далее я хочу сделать пальто, естественно, шире, не так, как по базовой выкройке, а хочу сделать его более свободным. Кстати, выточку талиевую я игнорирую. То есть оно у меня будет здесь такое спрямленное, но вот здесь приталивание я хочу оставить. Вот как оно у меня есть, так я его и хочу оставить. Значит, от линии бока я добавляю вот сюда 1,5 сантиметра. Это, конечно, вот эта прибавка к боковому срезу, конечно, зависит от вашего желания, от ваших предпочтений, насколько вы хотите свободное пальто, и от вашей базовой выкройки. У меня базовая выкройка с прибавкой на свободу 6 сантиметров. То есть у меня везде ко всем обхватам прибавка 6 сантиметров. Если я здесь добавляю 1,5 сантиметра, 1,5 сантиметра к одному боковому срезу, у меня их получается 4, итого 6 сантиметров плюс к 6 по базе. То есть всего у меня получится 12 сантиметров на свободу на пальто. Это очень хорошая прибавка. Можно сделать больше, если вы хотите более свободное пальто, но я не хочу слишком такое расхлябистое. Тем более у меня не будет выточки талиевой, то есть еще добавляется именно к линии талии прибавится еще свобода. То есть там все хорошо. Итак, далее я сейчас придвину немножко, продолжим, то есть, да, вот так придвину выкройку немножко. Так, значит, к линии талии я тоже прибавляю 1,5 сантиметра. То есть вот это прилегание
Приталивание по боковой линии у меня останется. Я не хочу прямую, не хочу мешок. То есть на мне будет, я не знаю, как у других, но на мне, если я сделаю прямую линию боковую, то у меня получится как мешок. У меня не будет она прямая. Поэтому я хочу немножечко приталить. Далее, что касается спинки. Вот эту выточку по спинке, вот этот изгиб, я хочу тоже оставить. Поэтому я сейчас прорисовываю среднюю линию, то есть середину, центр спинки по вот этой линии с выточкой. Понятно, да? То есть я сейчас делаю прямую линию сплошную, а видно, где у меня центр пунктирной линией. Вот эта вот выточка, вот эту выточку я оставляю. Итак, верхняя часть спинки у нас готова, перейдем к нижней части. Обратите внимание, я специально, когда копировала, отметила линию талии, линию бедер. Обязательно, потому что я сейчас, опять же, к линии талии прибавляю 1,5 сантиметра, к линии бедер можно прибавить больше. Если у вас одинаковый обхват груди и обхват бедер, либо обхват бедер меньше, чем обхват груди, то по обхвату бедер можно добавить больше свободы. Я добавлю, ну давайте 2 сантиметра. То есть не 1,5, а 2 сантиметра к обхвату груди, к обхвату бедер, потому что у меня обхват бедер меньше на 2 сантиметра общий обхват, чем обхват груди. Поэтому я сейчас делаю такой маневр. Далее я соединяю вот так линию груди с линией бедер. Вот так вот мы сейчас продлим. И вниз я уже эти 2 сантиметра, я уже вот так по прямой провожу линию до самого низа. И здесь тоже мы с вами проводим линию сплошную до самого низа. Кстати, я не сказала, длину пальто я себе выбрала 110 сантиметров. Вот здесь я себе отметила. Но у меня здесь калька прям впритык. Здесь надо будет когда мы будем кроить на ткани, нужно будет добавить обязательно на подгибку. В принципе, спинка наша готова. Единственное, что можно по спинке сделать шлицу. Если вы хотите шлицу, я специально здесь оставила место, если вы хотите шлицу по спинке, можно в принципе ее сделать. Ну, допустим, ширина шлицы может быть 5 сантиметров, может быть все 10 сантиметров. Ну, давайте я возьму 7 сантиметров. Так, 7 сантиметров у меня будет ширина шлицы и высота. Ну, допустим, если у меня 110 сантиметров вся длина пальто, ну, давайте я возьму сантиметров 40, можно 30 взять сантиметров, можно еще выше, да, 50 сантиметров. Пусть у меня будет 40 сантиметров высота этой шлицы. Я пока, кстати, не знаю, может быть, я изменю ее, сделаю выше или ниже, ну, пока вот я рисую так. Пока так, потом я уже себе на примерке буду смотреть. И вот этот уголочек хорошо бы вот так просто смягчить. Неважно, сколько у вас получится по диагонали, но я скажу сейчас, у меня получилось примерно 3,25. То есть 3 сантиметра, 3,5 сантиметра. Тут еще, ну, зависит, как нарисуете, так нарисуйте. Главное, чтобы не был острый угол. Плавненько вот так вывели. Все, в принципе, спинка готова. Мы можем переходить к полочке. Итак, на полочке я также снимаю 0,5 по всей горловине. То есть я не углубляю сильно по центру переда. Так же, как и по спинке, по всей горловине, просто вот так 0,5 убираю. Прорисовываю четкую линию горловины новой. Так, линия плеча у меня остается на прежнем месте. То есть я в этом случае не меняю вообще линию плеча. Далее, что касается центра, мы чуть позже перейдем. Значит, так же, как и по спинке, я углубляю вот сюда вниз на 1,5 сантиметра пройму. И также 1,5 сантиметра добавляю на свободу. И прорисовываю новую линию
проймы до закругления. Опять же, ширину груди мы не имеем права забрать. Далее я прорисовываю боковые линии вот сюда до выточки. Выточку пока, выточка у меня на месте, до выточки 1,5 сантиметра. Далее я к линии талии также прибавляла 1,5 сантиметра. Значит, здесь, сюда я тоже прибавляю 1,5 сантиметра. По боковой линии продолжаю от выточки до линии талии, продолжаю эти 1,5 сантиметра прибавку. Так, значит, к линии бедер я так же, как и по спинке, добавлю 2 сантиметра. И от линии талии до линии бедер провожу ровную линию. Так. И вниз эти 2 сантиметра по прямой. Так, далее. Значит, выточка талиевая у нас игнорируется, так же, как и по спинке. Перейдем сейчас к выточке нагрудной. Я хочу ее перенести немного ниже. Для этого мне нужно вырезать верхнюю часть выкройки. То есть вот эту часть я пока не трогаю, только вот эту боковую. Итак, вырезала плечевую линию, пройму и боковую линию до линии талии. То есть мне нужна именно вот эта вот выточка нагрудная. Что касается выточки, конечно, ее можно оставить на своем месте, но я хочу перенести ее ниже. Ниже можно, смотрите, от этой точки, то есть от нижней стороны нашей нагрудной выточки вниз вы можете отложить 5, 6, 7, 10 сантиметров, 12 сантиметров. А можно от линии талии вниз, допустим, опуститься еще на 3, 4, 5 сантиметров. Ну, больше, думаю, не нужно. Значит, смотрите, можно сделать так. Значит, от этой точки отложим сантиметров 6, либо 10, либо от линии талии вниз, допустим, 5 сантиметров. Если от линии талии вниз, это уже получается французская выточка. Значит, я сейчас прорисую все линии, которые вот эти все меточки, да, отметила, пунктиром, чтобы было понятно, наглядно, что я вообще, о чем я вообще говорю. Можно, да, разрезать вот здесь выточку, вот эту соединить. Раствор выточки соединяем, здесь разрезаем, у нас выточка просто чуть-чуть упадет вниз. То есть так она будет менее заметной. Можно сделать вот так. То есть это у меня 5 сантиметров, по-моему, 6-10 сантиметров, вот так, да, то есть можно вот сюда вывести нагрудную выточку, она будет еще лучше смотреться. Но я же хочу сделать французскую выточку. То есть смотрите, у меня вот она, метка, можно ее перенести вот сюда, то есть у нас боковая линия перенесена, да, на 1,5 сантиметра. Поэтому я ее переношу вот сюда, на эту новую линию. И отсюда, от этой точки, я уже прорисовываю линию для выточки. Сейчас посмотрите, что у меня получится. Значит, разрезаю выточку. Вот так разрезаю по одной стороне. Далее я срезаю вот это лишнее. Так, и по этой линии разрезаю до самого центра груди. Можно, кстати, опустить ниже выточку на 2-3 сантиметра вот сюда, да, но это чуть позже. Сейчас мы с вами соединяем, совмещаем вот так линию, то есть раствор выточки совмещаем и склеиваем. Сейчас я возьму свои склеюшки. Склеиваем вот так нагрудную выточку. Видите, как у меня ушла линия? Так, вот это мне мешать будет. Линия бока, видите, как ушла? То есть, если мы делаем такую выточку вот так переносим вниз, нам необходима ширина ткани больше, да, то есть по ширине ткани. Поэтому вот это вы должны учитывать. И я сейчас сразу по боковым линиям вырезаю, чтобы мне вот этот хвостик не мешался.
Можно по низу вот так прямо вырезать под корешок, как и по спинке у нас вырезано. У меня, вернее. Так. Вот здесь у меня получился острый угол. Конечно же, при раскрое на ткани здесь она должна смягчиться, эта линия. И теперь переходим к центру полочки. Здесь, конечно, все зависит от вашей фантазии. Можно, я специально сделала, то есть добавила сюда много, да, свободы. Сейчас я посмотрю, сколько. От центра. У меня здесь где-то 16-16,5 сантиметров. От центра полочки до края листа. Здесь мы можем с вами просто сделать нахлест обычный, да, допустим, здесь добавляем 5 сантиметров и вырезаем. То есть вот эту линию мы с вами прорисовываем прямо, продолжаем горловину и, допустим, 3-5 сантиметров и делаем планочку, полузанос. Можно продлить эту линию больше, дальше. Можно сделать здесь лацканы. Вполне можно. То есть, если, допустим, вот эту линию, горловину, вот так вверх приподнять, тоже на ваш вкус и цвет, как говорится, да, приподнимаем вверх, делаем здесь, например, вот такую линию, лацкан. Ну и здесь у нас обязательно должен быть полузанос, то есть, ну, примерно 5 сантиметров. Можно сделать так, можно сделать, допустим, вот такой лацкан, да, вот так прямо сделать. Можно просто сделать, допустим, вот так мы выводим прямую линию, и вот эту всю ширину оставляем до самого низа. Это будет двубортный получается, то есть вот так внахлёст будет и 2 ряда пуговиц. То есть если вы хотите, можно сделать так. Еще что можно сделать? Вот эту горловину я сейчас, смотрите, по центру переда складываю точно-точно вот так. По центру переда. И у меня вот здесь видно, просвечивает калька, видно горловину той половинки полочки. Даже вот так, наверное, хорошо бы сделать. Вот так. Так. И мы можем, допустим, одну сторону полочки, допустим, оставить с полузаносом, вот так оставить здесь сантиметра 4-5. Так, просто, да, вот так. А вторая сторона у нас будет вот такая, ну, здесь, например, сантиметров 7, 6-7 сантиметров. И она у нас пойдет вот сюда прямо. Это у меня получится. Так, ну примерно 14-15 сантиметров у нас получится полузанос. Значит, смотрите, я попробую объяснить. Значит, одна сторона у нас будет вот такая. Вот такая. Вот мы будем, допустим, вырезать вот по этой линии, да? Вот она у нас будет. Здесь будет ровный угол. И вот она наша половинка, то есть одна половинка. А вторая половинка будет вот с таким нахлестом. То есть вот это мы по этой линии сейчас вырезаем. Далее сюда. И далее мы с вами идем от этой точки, ну где-то 5-7 сантиметров, сколько хотите. Далее идем вот так прямо. То есть вы здесь можете решить. Можно, кстати, горловину не так впритык сделать, а сделать, например, вот так. Вот так сделать пальто. То есть здесь можно вообще угол сделать, ну, прямой. Или немножко вот так. Ну, то есть здесь опять же ваша фантазия. Как захотите, так и делайте. Что буду делать я? Я, конечно, тут уже начертила. Все-таки сделаю лацкан, но небольшой. Не хочу сильно большой. Я хочу пальто без воротника. То есть у меня будет без воротника, но, возможно, с лацканом. Хотя, не знаю, может быть... Кстати, можно сделать пальто на запах. Допустим, смотрите, можно сделать вот так вот, вывести сюда лацкан. Чуть-чуть приподнять его, да? И отсюда сделать прямой линией. Все вот эти, сколько у меня здесь, 16 сантиметров. И пальто получится просто на запах и без пуговиц. Можно, конечно, сделать по линии талии 2 пуговицы. И будет здорово.
Так, надо это, конечно, все обдумать. Можно вообще сделать, я говорю, вот так вот просто обычную планочку, совершенно обычную планочку и не мудрить здесь ничего. Так, кстати, сколько я тут эту планочку нарисовала на глаз? 4 сантиметра. Ну, можно сделать 5 сантиметров. 5 сантиметров сделаем. И до самого низа я прорисовываю эти 5 сантиметров. Итак, я очень надеюсь, что по поводу лацканов вам все понятно. Я уже говорила, что я не хочу слишком большие лацканы, потому что я хочу сверху носить какие-то шарфы, платки. И у меня будет небольшая горловина-стоечка, поэтому какие тут лацканы? Лацканов тут у меня не будет. Итак, от горловины вот сюда я прохожусь вот так по прямой. То есть горловину я веду вот сюда, у меня прямая линия. Продолжение горловины, вот сюда прямая линия, вот здесь у меня прямой угол. Никаких тут премудростей у меня не будет. И в принципе все, можно вырезать нашу полочку и переходить к рукавчику. Я уже сказала, я вырезаю вот так. У меня пальто будет внешне самое простое. Прям самое простое. Его можно будет носить и с шарфиками поверх, и под низ какие-то шарфики интересные, да, завязывать, повязывать. Можно вообще будет без шарфика, потому что горловина стоечка будет. Я еще, конечно, подумаю по поводу горловины. Может, что-то и придумаю еще более интереснее. А может быть, вам расскажу несколько вариантов воротничков. Необычных воротничков, которые отложнее, там, стоечка и так далее, а каких-то именно интересных. И парочку вариантов покажу. Один так точно у меня уже в голове. Полочку вырезали, конечно, вырезаем деталь спинки. И сейчас, пока я вырезала деталь спинки, я подумала, что вместо шлицы по середине спинки можно сделать, то есть здесь сделать цельный шов, а по бокам можно сделать боковые разрезы. Почему бы и нет? Для удобства ходьбы, если у вас также пальто будет длинное, как и у меня. Я хочу длинное пальто, поэтому я делаю шлицу. То есть это только для удобства ходьбы. Может быть, сейчас в процессе работы я передумаю и вместо шлицы все-таки сделаю боковые разрезы. Но пока у меня это шлица. Итак, спинку вырезали, полочку вырезали. Прежде чем переходить к рукаву, нам необходимо измерить пройму. Она у нас немного изменилась, потому что мы здесь углубляли, удлиняли, то есть вот здесь делали шире, поэтому она у нас, конечно же, изменилась. Так, у меня получается спинка 23,5 сантиметра. Измеряем полочку. Можно вот так 23,5 сантиметра приложить и продолжить измерять. Итого 48,5 сантиметров. Берем рукавчик. И, конечно же, мы по рукавчику тоже сделать должны на свободу прибавку сделать. И по длине обязательно рукавчик нам нужно будет добавить. Я уже здесь себе добавила. Ну, так, чтобы не забыть. Итак, значит, по ширине рукава. Опять же, по базовой выкройке к ширине рукава, к обхвату руки у меня прибавка 6 сантиметров. Но, конечно же, для пальто это будет мало. Поэтому я сейчас... Мы, кстати, можем сюда по 1 сантиметру добавить 8 сантиметров на пальто. Это тоже будет нормально. Но я хочу сделать побольше. Поэтому я прибавляю по 1,5 сантиметра. Вот так, к ширине рукава я прибавляю 1,5 сантиметра. Так, для контроля еще одну точку. И с этой стороны также. И у меня получится... Итого я прибавлю, то есть у меня итого будет прибавка 9 сантиметров, 1,5 здесь, 1,5 здесь, и общая прибавка 6. Получается 9 сантиметров. Общая прибавка на свободу. Это, конечно же, кроме припусков на швы.
Можно сделать побольше, если вы хотите. И 10, и 12 сантиметров, чтобы была в итоге прибавка. Кстати, обратите внимание, рукавчик я выкроила прямой, не зауженный, не классический, не с какими-то выточками. То есть никаких заморочек здесь я не хочу. Поэтому я вырезала прямой совершенно рукав. Возможно, в процессе работы я захочу его немного заузить по низу. Но сейчас я хочу сделать его широким. Так. То есть у меня как бы в голове еще точной картины нет, какое это будет пальто. Поэтому я хочу, лучше, конечно, срезать позже лишнее, чем мне не хватит. Далее я соединяю вот эти точки, да, край проймы, край оката рукава. И мне нужно измерить окат рукава. Значит, 48,5 у меня пройма, полочка и спинка. Мне нужно, чтобы мой окат рукава, то есть рукавчик, вот эта часть, должна быть не меньше, чем 8,5, а то и больше. У меня получилось ровно 48,5. Но так как вот здесь мне нужна припосадка для пальто, мне нужно добавить хотя бы 3 сантиметра, чтобы было, да, вот здесь линия оката больше, чем пройма. Поэтому я сейчас от центра поднимаюсь вверх, ну, примерно на 1,5 сантиметра. И прорисовываю новую линию проймы. То есть не такая острая, конечно. Вот так мне нужно сделать плавную линию. И прорисовываю. Сейчас еще раз измеряю. Если меня все устраивает, то уже прорисую более точно. Так, 50,5 сантиметров. Ну, в принципе, 2 сантиметра, ладно, так и оставлю. 50,5 сантиметров. Прорисовываю новую пройму. Так, центр переношу. Ой, не пройму, то есть, окат рукава. Все, готово. Ну и что касается низа рукава, конечно же, для пальто нам необходимо, чтобы рукав был больше, то есть длиннее, чем на обычные какие-то рубашечки и блузочки, да, конечно же. И здесь я прибавила 3,5 сантиметра именно на длину, то есть чтобы он у нас был где-то вот так, длина рукава. Ну и не забудьте, да, что когда мы будем с вами выкраивать на ткани, здесь должна быть достаточно широкая подгибка. Кстати, я сейчас измерю, у меня получается здесь 40 сантиметров. Вот так я сейчас беру 40 сантиметров и вот так смотрим, нравится ли нам такая ширина именно по низу рукава. Мне, в принципе, нравится. Вот я как хотела. Можно сделать еще шире. То есть вы делаете вот так расклешение уже вот сюда вы добавляете. Вот сюда добавляете еще, допустим, 1,5 сантиметра. А сюда вы выводите вот так на нет. Понятно, да? То есть вот к этой точке вы выводите на нет. Но если вы не хотите здесь еще более расширить. Поэтому, если вы хотите шире, то отсюда, от нуля, вы идете на расширение сюда к низу. Я оставлю именно такой. И вот, как я сказала, плюс 3,5 сантиметра. Можно прибавить 4 сантиметра, можно 5. Какой длины вы хотите рукавчик. Я оставлю здесь 3,5 сантиметров. Прорисовываю линию низа рукава. Все, в принципе, рукавчик можно тоже вырезать. Далее мы с вами будем выкраивать, конечно же, у нас еще будет воротничок. Возможно, мы захотим по рукаву манжет, чтобы отворачивался, да. Далее нам, конечно же, необходимо подборта, независимо от того, что у нас будет. То есть у меня будет стоечка, у меня не будет никаких лацканов, подборта на пальто обязательно. То есть мы их сейчас с вами обязательно выкроем. Сейчас я вырезаю уже рукавчик и продолжим дальше.